Тайкук? Почему фандом придумал троп «Never Love Again» и как наша любовь к драме все усложнила? Дисклеймер. Все, что я скажу в этом видео, основано на моих личных наблюдениях, опыте и уровне фанатской фантазии. Это не истина в последней инстанции, вы можете со мной не соглашаться, и это нормально. Сегодня мы поговорим о тропе, который так прочно засел в части вигу фандома, что стал практически отдельным жанром «Never Love Again». Это когда любую сцену между Тэхёном и Чонгуком автоматически интерпретируют как фрагмент трагической истории любви, которая была, закончилась и теперь не повторится никогда. Но что если я скажу, что этот троп-то не про них, он и про нас? Про то, как фанаты умеют превращать любую мелочь в эпическую драму на 16 серий. Как же родилась драма Never Love Again? Если посмотреть, как работают многие фан-каналы, заметно. Любой взгляд, любой жест, любое касание становится кирпичиком в огромном фанон-монолите. Это все было любовью, и теперь все кончено. Например, какие-то блогеры выстраивают топы. Самые недооцененные моменты, самые интимные взгляды, поведение пары. Он смотрит только на него. Они буквально друг в друге. Это все подается настолько эмоционально, что при желании можно сделать вывод. У нас есть 12-летняя хроника великой любви, и современность — это ее руины. Но если убрать эмоции, мы увидим простую вещь. Фандом любит драму больше, чем сами участники в кадре. Любой момент, даже бытовой, принимает оттенок трагедии. Он повернул голову. Он ищет его взгляд. Он не повернул голову. Он избегает его. Фандом изначально создает ожидание драмы, а где ожидание, там и интерпретация. Почему Тайкук так легко романтизировать честно? Их динамика сама по себе очень кинематографична. Они оба харизматичные, оба тактильные, оба умеют быть нежными, оба умеют быть дерзкими. В фанон попадает все. Как один поправляет одежду другого, как держит за руку, как наклоняется ближе, чем нужно, как смеются так, будто рядом никто не стоит, как тают, когда второй появляется в комнате. И это не выдумка, такие моменты действительно есть, и они трогательные. Но проблема начинается тогда, когда часть фандома делает из этого вывод. Если столько нежности было тогда, а сейчас меньше, значит, любовь умерла. При этом фанон не учитывает простой факт. Люди взрослеют, меняются, становятся более закрытыми, находятся в другой среде, служат в армии, проходят стресс, переосмысливают жизнь. Это не про конец любви, это про развитие человека. Фандомное чтение языка тела — тоже тема. Если собрать все фандомные реакции на вигу, мы увидим 3 типа интерпретаций. Тип 1 — это громко, когда любой взгляд трактуется как признание в любви. Тип 2 — это так интимно, любой физический контакт подается как что-то глубоко личное и сексуализированное. Тип 3 — он в приоритете. Если один из них реагирует на другого быстрее, чем на окружающих, это автоматически выдается как доказательство пары. Но в реальности язык тела и сложнее. Он зависит от контекста, настроения, усталости, публичных условий, давления со стороны камеры. Тот же жест держит за руку в одном контексте. Это флирт, а в другом — привычка, поддержка, дружба или просто удобное положение руки. Но фанон всегда выберет самую драматичную версию, потому что она красивее. Реальность вокруг них. Карьера, ограничения, шум индустрии тоже рассмотрим. Пока фандом обсуждает, кто кого разлюбил, в реальности вокруг этих людей происходит совсем другой уровень событий. Кредитные ошибки в музыке, полицейские расследования о нарушениях прав артистов, давление от компании, огромные международные успехи, рейтинги, награды, коллаборации, постоянная публичность и одновременно необходимость оставаться закрытыми. Это мир, где каждая деталь — часть огромной индустрии. В такой среде естественно, что люди становятся тише, осторожнее, сдержаннее. Это не конец любви, это взрослая жизнь, которая не укладывается в формат фанфика. Военка и внутренние перемены. Многие блогеры замечают перемену в поведении Чонгука во время службы. Он стал более закрытым визуально, меньше показывает эмоции, меньше появляется в кадре, меняет паттерны поведения, но интерпретации часто очень эмоциональные. Он страдает, он потерял связь, он переживает разрыв. Тогда как реальные причины могут быть гораздо проще и глубже одновременно. Смена среды, скученность, отсутствие личного пространства, давление военной структуры, отсутствие вдохновения, усталость, переосмысление карьеры. В такие периоды любой человек может замкнуться. Но фандом вписывает это в троп. Он так чувствует, потому что потерял любовь. Хотя на деле мы видим просто человека, который проходит сложный период взросления. Скиншип, тактильность и фанонная гиперсексуализация. Да, динамика вигу действительно включает много тактильности. Прикосновения, объятия, жесты, которые выглядят близко и иногда прочитываются как флирт.
Но часть фандома превращает это в гиперсексуализированные нарративы. Эта поза означает страсть. Этот жест — собственничество. Он не может сдерживать напряжение. Реальность. У каждого свой темперамент, у каждого свое понимание границ и у каждого свой уровень комфортности перед камерой. Нельзя строить психологическую драму на одном касании. Почему троп Never Love Again так популярен? Потому что этот троп не о Вигу, он о фанатах. Нам нравится грустная романтика. Нам нравится тоска. Нам нравится идея «они были, но не будут». Это помогает нам самим проживать свои эмоции через их лица, их движения, их историю. И это нормально. Фандомы — это место коллективного переживания. Но важно помнить, это наш сценарий, не их. Так что же между ними на самом деле? Если убрать фанонные трагедии, останутся две вещи. Pattern — глубокая, сложная, многолетняя связь. Она может быть дружбой, партнерством, родством душ, каждый увидит свое два. Абсолютно нормальное взросление, изменение и дистанция, которая приходит со временем у всех людей. И все это никак не подтверждает и не опровергает троп Never Love Again. Он просто красив, эмоционален и фанатски удобен. А теперь давайте посмотрим, что скажут карты. Потому что фанон фаноном, а Таро никогда не врет. Или хотя бы врет красиво. Новогоднюю елку мы увидели Намджунов, и смотрите, у меня прям просто они повалились в елку. Тоже вышла паш Пентаклей и четверка Пентаклей. Это, можно сказать, прям о новогодней елке. Ну, пусть они остаются, попросились. В общем, новогодняя елка Чонгука. Но я подумала о Намджуне, от него был пост, елка, и там мишки возле елки. Ну, и было много мемов по этому вопросу, где там прячется Тэхён, да, за елкой Намджуна. Не знаю, при чем тут Тэхён, но вообще-то там вспоминали и Чонгука. Окей, для Чонгука важны традиции и домашние ритуалы. Украшение елки, семейная теплая практика. Естественно, возникает вопрос, сделал ли он это уже, и был кто-то рядом. В общем, да. На лайфе, в общем, говорят, что у Чонгука заметили там елочку, ну, какой-то скриншотик, вы видите его, да. Нарядил ли Чонгук елочку, да, есть у него вообще елочка или нет. Девятка чаш. Чонгука есть елочка. Да, нарядил, в общем. Здесь вышла семерка чаш, и вообще колесница вышла, и как бы такие праздничные карты. Да, нарядил елочку свою. Так, наряжали ли они елку вместе с Тэхёном, или Чонгуку помогали его друзья, там, семья, да? Ну, две карты тут надо. С Тэхёном, вот, Тэхён. Или все-таки семья помогали, там, друзья и так далее. Вообще вышли карты семейные, и Тэхён уж точно не помогал елочку наряжать. Тут, в принципе, что тут сказать, да? Не, ну можно сказать, вот, тайно помогал. Ну, какая тайна? Мы открыто спрашиваем, от кого им там прятаться, да? Вот там же никто не следит за этим домом, наряжают они там елку или нет. Но вышла карта дома и семьи. Вот. И, да, наряжал, в общем. Не факт, что сам Чонгук ее наряжал, да, елочка-то есть, мы видим, много таких карт вышло. Но наряжал ли сам Чонгук елочку эту? Вот, видите ли, вышла карта. И такие похожие, нет, чем они похожи? Совершенно разные карты. Вот, но организовал, вот, может быть, по этой карте, но он сам ее мог и не наряжать по этой карте, понимаете, да? Карта юстиции вышла, это карта к организационному процессу, да, и карта обязанностей. Возможно, на кого-то нам навесил вот какие-то обязанности по нарядить елку, да, и кто-то наряжал, в общем, да. И карты чем похожи, потому что и в этой карте юстиция, видите, она сидит, вот глаза у нее завязаны. Карта связана с чем-то, знаете, ну вот, например, с внутренним, тем более два старших аркана, с внутренним миром человека, то есть с желанием, например, да, есть реально там, ну, позывы какие-то, интуитивно, вот, знаете, вот связано с детством, нужно нарядить елку там, ну, в этом ключе, понимаете, откуда-то вот, например, как порыв, истинный порыв там, ну, издалека, из поколения, ну, вот в таком ключе, да, и, в общем, ну, эта карта, знаете,
ему, например, могли сказать: все, ты купи там елку, дали указания, да, а он ее купил, например, и потом добавил к этому, как ее нужно нарядить. Ну, к примеру, он точно сам не наряжал, во-первых, сам персонаж не вышел, вышли карты реально семьи, там, друзей, в общем, но ни Чонгука и ни Тэхёном елочка точно не наряжалась.